Привет, друзья! Вы на канале «Путешествие вкусно». Меня зовут Кирченко Юлия. И сегодня мы в Северной Осетии. Смотрите, какая красота. Ох, много нового и интересного, вероятно, вы узнаете для себя в этом ролике. Подписывайтесь на канал. У каждого народа есть свой хлеб. Да вы садитесь. Едем? Конечно, едем. И вот наш прекрасный Игорь, который нам сегодня показывает, рассказывает, учит Осетии. Быстренько вот такой нам хлеб принес. Он еще горячий. Запах невероятный. Блин, как ломается. Может, молока взять? Молока? Молока не надо пока. Тогда пирог не попробуй. Мы же в горы едем. Может быть опасно. Мы потом будем пробовать всякие вещи поинтереснее молока. Очень вкусно. А дальше будет много пирогов и вообще много всего. Вот едем в горы, заехали к такому роднику с очень вкусной водой. Родник святой. В таких вот святых родников стоят копилки. Туда кидают денежку. А потом раз в год смотритель этого места разваривает копилочку. И на все вырученные деньги люди устраивают народное гуляние. Ну, там, естественно, осетинские пироги и прочее. Слушайте, ну вот едем в горы, в прекрасные горы, которые уже видны вот своими там скалами. И вот смотрите, какой сделали памятник. Был обвал и вывернуло корень. И один художник увидел этот корень и сделал вот такую красивую... Чуть-чуть у меня что-то отвалилось. А, это на нем начал гриб расти. Удивительно, как человек проходил, увидел, не на дерево распилили это все, а сделали такой вот знак. Там еще паутинка с паучками. А судя по тому, что это был, наверное, может быть, клен. Да, это листья или не клен. Я не знаю, что это. Пишите тогда опять в комментариях. А вон, судя по всему, кизил растет. Нет, это не кизил. Это все-таки большой шиповник. Блин, какой он вкусный. Вот покласснее. Вкусное большое дерево шиповника. Мы поехали дальше. О, вот это я понимаю. Ну что вы там, отдыхаете? Отдыхаю, говорит. Красивое ущелье, река Гизельдон. А, вот это электростанция, да? А, то есть наверху озера, вот здесь вот спускается поток. Да, это... А турбина где-то здесь. Вот машинный зал. Машинный зал. В 1952 году построили. Австрийцы. Австрийцы строили, да? В любой непонятной ситуации в Осетии всегда ешьте осетинские пироги. Сейчас мы будем пробовать с сыром. Он режется на 8 частей. И тут уже тоже пришли желающие поесть. Ой, очень много сыра. Мягкое тесто. Сейчас бы сладкого чая. Просто все тает. Там вот, например, вид горного потока. А это один из видов осетинских пирогов. Пища богов. Выключай и ешь. Что пьют в Северной Осетии? В Северной Осетии пьют, вот я не знаю, на бутылке написано «Скифия», традиционный национальный напиток. Сейчас его попробуем. Ваше здоровье. Квас, но все равно со вкусом пива и такой сладенький. То, что нужно к пирогу, о котором, наверное, я могу читать, писать, рассказывать оды. Это ж нечто восхитительное. А все многообразие не перепробуешь. И на фоне такой вот красоты, вот этот поток, кстати, видите надпись «Близко не подходить». Наверху могут начинать спускать воду, и тут происходят обвалы. Поэтому будете в этих местах очень аккуратно. Вода мутная, потому что вчера шел дождь. Но это все равно завораживает. И это, конечно, очень красиво. Ваше здоровье. Мы находимся в Кабанском ущелье. И вот если посмотреть на эти скалы, представляете, какие технологии, что вот так вот ровно, вот это тоже скальная порода.
То есть это не заливка бетона или еще чего-то. Это такие вот какие-то машины, которые так делают. И посмотрите, какое поле для живописи. То есть здесь в горах высоко находится арт-галерея с проектом, который реализовали художники. Есть такой художник, очень знаменитый, называется «Природа». И вот этот знаменитый художник, лауреат множества Нобелевских премий и разных других Эмми и Грэмми в сфере художеств. Вот мне кажется, вот он там вот краба сделал. Почему-то я вижу там краба. Еще отсюда видна дорога, по которой мы поднимались. Она вот прям вот петляет, петляет, петляет. И вот там, видите, Лиска? Мы ее проезжали прежде. Вот она, вот она. Это восхитительно. И скалы, и зелень уровня «Аватара». Вот я очень уставшая была, а когда приехала сюда, у меня как будто бы силы появились. И я хочу увидеть много и вам показать, и попробовать много. И мы поедем в Тагаурское ущелье. Кстати, вот картина очень похожа, как у меня татуировки, на какую-то Полинезию. Так вот, жители вот этого ущелья Тагаурского благодарны, потому что раньше вот этой дороги не было, и они ездили в большой объезд. А сейчас для них это дорога жизни. Когда подошла поближе, обратила внимание на орнамент, который вот такой, знаете, нежнятиной сделан. И как раз видно, как эта порода выглядит. И вот, кстати, видна технология, как это все происходит. То есть это вот, видимо, диски, которые как шлифовально-режущие машины. А вот перуанцы древние это делали без всяких машин. Интересно, как это было. Только вперед, только наверх. В общем, едем наверх, и выставка продолжается. И вот кто-то хотел показать российскую глубинку. Домик, снег и Запорожец. Ой, прикольно. Смотрите, вот здесь такое место, вот видите, вот этот грот, там находится башня Кровников. Кто-то кого-то убил и спрятался в этой пещере. Соответственно, ему хотели отомстить. Но вот он там находился, оборонялся, и всех, соответственно, кто хотел его убить, поубивал, и потом спустился и дальше жил своей жизнью. Вот такие вот нравы на Кавказе. И очень сложно увидеть. Я сейчас попытаюсь вам показать. То есть она интегрирована в эту мини-пещеру, но кладка видна и видны окна. А с другой стороны находится озеро, которое сейчас выглядит не как озеро, а как будто бы размыв реки. В общем, сегодня ночью спустили воду. Вот там видно как раз заход на забор воды для электростанции 1932 года постройки, которую мы проезжали. И сейчас вот это вот озеро выглядит таким вот очень маловодным ресурсом. Едем в Кармадонское ущелье, как раз вот оттуда, да, перед нами, откуда шел ледник Колка, сметая все на своем пути. Учеными оценен объем всей этой массы льда и уже пород 80 миллионов кубометров. В общем, не можем проехать, попросили подождать, потому что будут сейчас кидать камни. А откуда их будут кидать? Пойдем сейчас выйдем, посмотрим. Как тут разрабатывают камень и сбрасывают, мы не увидим. Это где-то там дальше. Но здесь доломитовые скалы, и добывают доломит, и его сбрасывают. Зарабатывают? Да. Трактор экскаватор. Ага. И вот сейчас готовы. Интересно, как он туда забрался? А вот дорога была. Это сюда. Вот она такая резкая. Ну, там что-то расчищено немного. Получается, что лед таял 15 лет. Предположительно, в этом месте погибла съемочная группа Сергея Бодрова. Но это не точно, просто вот сделали в этом месте, потому что не нашли ничего, что могло бы от них остаться. И понятно, что при таких обстоятельствах это маловероятно. Если посмотреть, как будто бы ободраны, потому что ледник шел со скоростью 250 км в час, и перед ним еще поток воздуха стремительно от всей этой гигантской массы 80 миллионов кубометров льда, камней, грязи и все, что было на пути. И вот посмотрите, что в тоннеле там происходит. Все перекорежено, огромная масса еще осталась грязи. Хотя прошло уже
22 года. Для кого-то туристическое место, для кого-то оно имеет другие смыслы. Вообще сложно себе представить, как этот ледник, либо что-то у него откололось, что послужило импульсом для очень большого обвала, либо проводили какие-то взрывные работы во время съемок, и это сдетонировало вот эти огромные массы льда. Нет ответов на эти вопросы. Нет ответов, но предпосылки к такой катастрофе были и прежде, и в 60-е годы, и, по-моему, в начале века. Горы красивые, прекрасные, но они очень опасны. Вот посмотрите, вот это вот ущелье, оно очень узкое, то есть гигантская масса всего, что было на пути, она туда протиснулась. И путь этот был 20 километров от начала ледника и до того места, где оно остановилось. Остановилось оно туда дальше, в долине. В общем, страшная катастрофа. Я не знаю, как это все в секунды происходит, как это даже представить или не представить. Но не знаю, в общем, очень страшно. Деревня Саниба. Живописнейшее место. Ну, смотрите, какой замок у людей. Под старинную скалу здесь. То есть это новодел, но в определенной стилистике региональной, национальной. Памятник, мемориал. Вот это церквушка, да? Сейчас мы пойдем в храм Святой Троицы. Место удивительное. 12 век. Татаро-монголы разрушают, опять отстраивают. В 19 веке разрушают. И вот опять построили, и мы посмотрим место силы. Это липу, которой 800 лет. Даже в голове не укладывается, сколько всего менялось и происходило. А вот это дерево существует. Помимо всего прочего, я не знаю, какой-то такой ботанический осетинский оазис. И вот такие, я не знаю, наверное, можжевельник. И вот эта липа. Не могу сказать, что она гигантская, но она большая. И она живая. А она цветет. И вот уже плоды. Очень интересная роспись в этом храме. Вот в этой невероятной красоте встречается ослиный патруль. Ты же ослиный патруль, старичок. Ну, давай. Кусай. Кусай давай. Да ты что, малыш? Вообще вот Игорь рассказал, что ослики удивительные животные. Они такие же древние, как египетские пирамиды. Еще они очень умные. Если они устали, они дальше не пойдут. Вот лошадь будет до изнеможения бежать, а этот будет стоять упрямо. И не потому, что он вредный, а потому что он... Зачем он будет силы тратить? Да? Ну да. Да, говорит, мне уже тут накормили. Вот мы находимся чуть выше Кармадона села, село Кани, и едем в город мертвых. И посмотрите, как живут в селе, где осталось буквально несколько семей, стариков. Старая-старая четырехскатная крыша, забор. Очень интересно. Вот тут шиповник, камни. Никто уже не живет, заброшенный участок. Блин, а когда-то здесь... жизнь была. Хотя вон там ходят куры, пахнет коровничком, значит, есть жизнь. И вот, смотрите, Почта России. А если посмотреть налево, то телефон работает. Пожалуйста, рабочий телефон. И много-много всего красивого вокруг. Эх, Осетия, Осетия, столько в тебе прекрасного. Блин, от чего вот это вот забрасывают? Еще в советские времена был построен санаторий. Здесь были горячие источники и лечебные, соответственно, ванны. Когда сходил ледник, он все это нарушил. Потом позже вода эта где-то вышла. Но санаторий заброшен. Мы проезжали там целый микрогородок, 5-этажек, который с офигенным видом вот на вот это вот все. И тоже заброшено.
И вот художник есть, пишет на этих зданиях «Зачем?». Хочется спросить не «Зачем?», а «Почему вы это сделали?». Кстати, работает совершенно бесплатно. Можно посмотреть и рассмотреть, как будто бы это было вчера, а потом взяли и все куда-то дели, забросили. Слушайте, вот никогда не знала, что даже такое место существует. Это Даргавский некрополь, он же город мертвых. 15-19 век – это где аланы хоронили своих ушедших близких. Здесь четко видна, какая была архитектура, как они это делали и почему они это делали. Сейчас мы пройдем вовнутрь, и я вам об этом расскажу. Я не знаю, почему они стали именно так хоронить своих близких. Вообще мне говорили, что не хватало земли. И вот эта вот технология... Во-первых, туда не попадала вода. Люди мумифицировались в таких вот естественных условиях. Были захоронены воины в одеждах, мужчины, женщины в своих нарядах. Даже, говорят, там какие-то саночки находили. Например, во времена холеры многие, чтобы не заражать своих близких в местах проживания, уходили сюда умирать. Была одна история, когда мужчина что-то не умирает. Ну, то есть, получается, он выздоровел, вернулся и жил еще долго и счастливо. Крыша плитами делалась, и сверху тоже камень. Естественно, туда вода не проходит. Очень красиво, особенно вот это вот с таким светом, вот эта долина, река. Уже начинает лес уходить в осенние краски. Умерших заворачивали в войлок, вот, а впоследствии стали как в Египте, делать такие лодочки, вырубать в деревьях. Ну, якобы ты плывешь из одного мира в другой мир. Вот, и когда находили останки, там все было очень... Без всяких бальзамирований, без всего мумифицировано, достаточно в хорошем сохранении. Вот, в вечности. Фу, что-то как-то... В общем, я в несколько заглянула, мне достаточно некомфортно, пожалуй, время уходить. Ну, необычно, красиво, но я чувствую внутренне, что не мое место. Я хочу к живым. Ой, что такое происходит? Это какая-то любовь. Да, тут какая-то сексуальная революция. А это такие прелюдия, получается? А-а-а. Ну что, национальный осетинский напиток. Еще раз, как называется? Национальный осетинский напиток арака делается из кукурузы. Говорят, что практически бурбон. Ваше здоровье. Не крепкая. До 30. Специфическая. Отдает бурбоном. Из Кентукки. Вот какая связь у Северной Осетии и кентуккийского бурбона? Вот именно этот напиток. Запивать все буду чаем из облепихи. На канале «Путешествуй вкусно» очень любят мясо. Ну и под мяско пропустить, естественно. Значит, у нас стол ломится буквально. Осетинское гостеприимство. Говядина, баранина, люля, ткемали. Пересекается с грузинской темой немножечко. Да весь Кавказ, он вот как братья. Есть просто некоторые лингвистические отличия. Говядина у нас... Так, режем вдоль волокон. Что я ерундой занимаюсь, мне кажется. Берем кусок. Говядина мягкая и нежная. Прям вот тает во рту. Вот, сейчас баранину попробуем. Ваше здоровье. Запах фантастический. По мягкости, как будто куриную печень откусываете.
Мы, конечно, бывали в Дагестане, и в Кисловодске я бывала. Но это пока лучшая баранина на территории Российской Федерации. Я вам клянусь. Я серьезно говорю. Это реально. Друзья, если вы будете в Феогдоне, обязательно заезжайте в это место. Невероятное мясо, все очень аутентично. Ценник небольшой по московским меркам, но все очень вкусно. Осетия – родина многих великих и крутых мужей. Один из них – Станислав Черчесов. Я не знаю, кто как к нему относится. Я отношусь с большим уважением, потому что тот результат, который был сделан на чемпионате мира 2018 года, он, наверное, для нас, не знаю, когда повторимый. Но это очень круто, что во Владикавказе есть такое граффити. Вы знаете, в Осетию я попала совершенно случайно. Просто меня пригласили на свадьбу. А дальше я уже немножечко успела за один день посмотреть. Вот делюсь с вами своими впечатлениями. Так вот, что касается кавказской свадьбы. Конечно, тех традиций, как она должна была быть, молодые и родственники избежали. То есть свадьба совершенно светская, но с национальным колоритом. Например, жених приехал в лучших традициях за невестой, и сестра жениха, и сам жених танцевали лезгинский танец, когда забирали невесту. И сестра жениха танцевала с зеркалом невесты. Вообще зеркало защищает от всего плохого, нехорошего, неприятностей, каких-то там печалей. Дальше, конечно, была вторая часть свадьбы, уже не во Владикавказе, а в Дербенте, но я была только на первой части. И что меня потрясло, это, конечно же, танцы. Коллектив, который танцевал национальные танцы, это член большого ансамбля «Алания». И коллектив под названием «Аса», они выступают как приглашенные танцевальные звезды. И танцы были и горский танец, аджарский, танец ханга. И, конечно же, куда же без лезгинки. Насмотревшись на все это, я тоже пустилась в пляс. А что делать? Это же веселье, свадьба. Это не только горько, это еще и очень сладко. Я вам могу сказать, что приглашайте еще меня на свадьбу. Я с удовольствием приеду. Обязательно во Владикавказе нужно гулять по центру. Центр потрясающий. Архитектура конец 19-го, начало 20 века. Все в такой красно-кирпичной стилистике. И хочу обратить ваше внимание на эту прекрасную церковь, которая выглядит как будто бы новодел. Но на самом деле это не новодел, это начало 20 века. Это церковь, немецкая церковь. Но сейчас ей занимается Валерий Гергиев. Все знают эту нашу дирижерскую звезду. И здесь филиал Мариинки. Такая быстренькая история. Осетия славится своими пирогами, и здесь их очень много где делают. Но в этом месте пироги лучшие. Находятся на Маркуса 43, называется «Три пирога». И сейчас они поедут в Москву. Еще такой момент. В Осетии покупается либо 3 пирога, либо 5. Четные числа не покупаются, поэтому имейте это в виду. Мы берем 5. Сейчас посмотрим. Наш заказ должен быть готов. Еще сколько тут всяких салатов и маринованных. В общем, в следующем ролике будем это все пробовать и вам показывать. Потому что нас не интересуют только высокие кухни, рестораны. Нас интересует обычная еда, что едят обычные люди. Хорошо, называется фэджин. Это с мясом. Уалибах. Уалибах это с чем? Сыр. Картоф-джин. Понятно, что картошка с сыром. И хадур-джин. Фасоль. Такие названия осетинские. И такие потрясающие, вкусные, лучшие во Владикавказе пироги. Первый раз здесь. В следующем ролике мы вам подробнее покажем Владикавказ. Так что подписывайтесь, пишите комментарии. Если нравится, ставьте лайки. А сколько вес одного пирога? Кило 100 вес одного пирога, то есть 5 это 5500. В общем, пирог где-то 500 рублей стоит.
500 рублей стоит столько еды и впечатлений, и разрыва рецепторов. Кто считает недорого? Вот наши пироги из Осетии мы прекрасным образом довезли. Конечно, они уже не такие, как с пылу с жару, но можно погреть на сухой сковородке. И сейчас я буду пробовать один из фаворитных видов, а их несколько. Перечислю. Обязательно мясо, обязательно сыр, сыр с картошкой и ботва свекольная с сыром. Корочка начинает хрустеть, когда вы ее на сухой сковородке. Знаете, чуть-чуть привкус борща с сыром и на тонком тесте. Это очень вкусно. Хорошо было бы со сладким чаем. Будете во Владикавказе, не ленитесь зацепить пирогов, потому что здесь, в Москве, именно таких не будет. Да, будут аналогичные, но самое главное – продукты, воздух, вода. Ну и, конечно, вот эти вот руки бабушек или мастериц, которые пекут такие потрясающие пироги.